Здравствуйте, друзья! В этом небольшом видео я хотела бы рассказать вам историю, которая случилась со мной на самом деле совсем недавно. И я буду использовать слова из моего последнего видео, в котором мы с вами говорили о синонимах к слову «плохо». Если вы это видео еще не смотрели, то, пожалуйста, посмотрите, оно чуть-чуть ниже. Итак, вы знаете, что в Америке 4 июля празднуют День независимости. Но так получилось, что в этом году это был один из самых ужасных, самых плохих, жутких дней независимости в моей жизни. И я хочу рассказать вам, что случилось. Мы с моими друзьями планировали куда-то поехать, выехать за город. Потому что 4 июля в Нью-Йорке обычно пусто, скучно, жарко и нечего делать. Но, к сожалению, оказалось, что мы с моими друзьями неважные организаторы, неважные планировщики. Мы поговорили и решили, что мы поедем на пляж. Но потом мы поговорили еще чуть-чуть и решили, что на пляже будет жутко жарко, будет ужасно много людей, и мы не хотим туда ехать. Я предложила поехать в какой-нибудь парк. Благо возле Нью-Йорка у нас очень много разных парков, больших и маленьких. Друзья посовещались, и к 2 часам ночи, когда я уже спала, решили, что мы все-таки поедем на пляж. Мы договорились, что в 9 часов утра мы будем выезжать из города. Но в 9 часов никто не поднял трубку, потому что все спали. Я подумала, что могу и сама поехать куда-нибудь погулять на пару часов, а вечером встретиться с друзьями. О чем я им и сказала, но мои друзья ответили мне, что нет, никуда не езжай, мы пойдем в кино. Я сказала ладно. Через несколько часов мы опять созвонились, и друзья сказали мне, что в кино они не пойдут, потому что у них какие-то дела. Я очень сильно расстроилась и сказала, что это ни в какие ворота не лезет, что это возмутительно, потому что я отменила свою поездку, а я очень хотела куда-то поехать, и теперь в кино мы не пойдем. Но они быстро исправились, сказали, что ничего, пойдем в кино. В итоге мы смотрели детский мультик под названием «История игрушек», Toy Story. Он, конечно, не был жутким, он не был ужасным. Напротив, это очень милый, очень интересный мультфильм, который мне понравился. Но все равно я хотела бы 4 июля посмотреть что-то другое и провести день иначе. Потом мы решили посмотреть фейерверки. Но и тут у нас не было согласия, потому что одна часть друзей хотела смотреть фейерверки в одном месте, другая часть хотела смотреть их в другом месте. В итоге нам удалось договориться, и мы поехали к одной нашей подруге, у которой с крыши должно было видно быть фейерверки. Но, к сожалению, вишенкой на торте этого ужасного дня стало то, что фейерверков мы не увидели. Их закрывали высокие нью-йоркские небоскребы. Так что мы их слышали, но не посмотрели. Вот такое у меня получилось отвратительное 4 июля. Я не очень люблю говорить о неприятных вещах, но ради практики давайте вспомним, что у вас случалось не очень приятного в жизни недавно. Пожалуйста, напишите это в комментариях.